Людмила никогда не думала, что лето будет для нее таким бурным испытанием. Июльское солнце палило на ее спину, а давление скакало, как бетонные блоки, обрушивающиеся на живую землю. Исковерканный образ ее жизни давил на плечи. Дом, когда-то полный детского смеха и радости, стал слишком большим и пустым. Каждый скрип пола напоминал о прошедших днях, когда трое ее детей бегали по коридорам, собирая солнечные лучи. По мере нарастания трудностей Людмила решает обратиться к своему старшему сыну, Алексею. Однако его отказ в помощи, сославшись на работу и личные проблемы, вызывает в ее сердце тяжелую щемящую печаль. «Как ты можешь оставить свою мать в трудную минуту?» — шептала она себе, замокнув в слезах. Привычные докучливые мысли о том, что забота о родителях — это долг детей, тем более что дни без поддержки от них казались с каждым разом вместе с тишиной все более невыносимыми. Не находя поддержки ни у Алексея, ни у Светланы, Людмила решает обратиться к младшей дочери Елене, но ответ, который она получает, лишь глубже проникает в ее душу. «Я не могу. У меня работа, тренировки, маникюры», — с гордостью и безразличием говорит Елена, словно бездушная кукла. «Ты можешь нанять домработницу», и просто отключает телефон. Зависшая в языке несоответствующая гармония слов напоминала ей о том, насколько осталась одна. Людмила, разозленная и глубоко опечаленная, встает с стула с непримиримой решимостью. Она решает, что больше не будет ждать помощи от детей. «Я сама все сделаю», — шептала она, бросая недовольный взгляд на незаконченные дела. Утром, съежившись от усталости, она берется за метлу. Каждый смах мусора приносил ей чувство наполненности. Каждый шаг по дому напоминал ей, что даже простейшие действия могут вернуть к жизни. Когда Людмила с головой ушла в порядок своего дома, пришла пора заботы о крыше, которая потекла после весенних дождей. С трудом доставая старую лестницу и куски рубероида, она поднималась к небесам, чтобы победить дождливое наследие. Телефон рядом с ней замер на ровном месте. Ни звонков, ни поддержки, только она и ее старания. Но вот, завершив работу, она спустилась вниз с гордостью, осознав, что смогла победить трудности. На этом фоне ее сад тоже нуждается в заботе. С каждым днем Людмила делала все больше. Она поливала, рыхлила и обрезала ветви, отворачивая от себя грусть. Начинались новые посевы, овощи и ягоды росли и радовали их непередаваемым вкусом. Однажды во время уборки она обнаружила заброшенные ящики с семенами и решила, что этого будет достаточно для новой жизни. Недели спустя, сев за компьютер, Людмила осознала, что знание — это ключ. Записавшись на курсы компьютерной грамотности, она испытывала себя на разных уроках. Трудности, которые еще недавно казались непреодолимыми, отступили. Открывая новые базы знаний, Людмила готовила своих детей к каким-либо родам, вне зависимости от того, как часто они могли ее игнорировать. Третий месяц лета врывается в ее жизнь с гораздо меньшей опасностью. Странные, но приятные новости неожиданно пришли. Людмила вела блог о своем саде, соединив его с миром интернета. С каждым новым постом она находила новые связи, одобрение и понимание со стороны множества людей. Ее жизнь становилась все более интересной. Несмотря на успехи, тень прошлого нависла над Людмилой. Узнав о наследии от двоюродного брата Павла, она почувствовала неожиданное счастье и освобождение. Вложение в ее жизнь в виде квартиры и солидной суммы на счете углубило ощущение независимости. С этим наследством пришло не только богатство, но и тяготы старого выбора — делиться им с детьми, которые не оценили ее труд и жертву. Оказавшись в большом городе, Людмила продолжала быть активной. Каждую неделю она посещала музеи и театры, придавая смысл своему новому существованию. А потом, как из ниоткуда, пришла идея о благотворительности.
Своим денежным состоянием, охватывая большое количество нуждающихся, Людмила отказалась от первых мыслей о том, чтобы делиться своим новым богатством с детьми. Они не были на линии ее жизни. Слухи о богатстве Людмилы вскоре дошли до ее детей. Они обеспокоились, когда Алексей нашел удобный номер адвоката. Шок и удивление переполняли их, когда они узнали, что мать оформляет наследство и не собирается возвращаться в деревню. Это осознание заставило их пересмотреть свое поведение в прошлом и поискать способы исправить свои ошибки. Дети приняли решение поехать к матери и попросить прощения. Исследуя ее волшебный новый дом, они заметили изменения: свежеокрашенные стены, ухоженные сады и новые завершающие детали, прикосновения к настоящей жизни, которую они не осознали ранее. И когда голос Людмилы снова раздался, он напоминал холодный ветер, затерянный среди звуков забытья. Людмила с воодушевлением вела разговор, но казалась отсутствующей и недоступной. Когда дети извинились, суровые слова о ее страданиях снова задали тон между ними. Для каждого движения это знаковое слово, указывающее на развитие. Однако Людмила не торопилась возвращать старые связи. Принятие ее условий помогло бы вырыть путь к улучшению. В тот день дети и Людмила сделали шаги к примирению. Ужин в ее элегантном квартирном пространстве стал началом. Летнее солнце уходило вдаль, а они оставались, смеясь, как когда-то, обмениваясь историями из небытия. Между ними существовала искренность, а каждый из них постепенно стал исправлять прошлые ошибки. Людмила решила, что ее новая жизнь не должна ограничиваться только городом и благотворительностью. Она начала реализовывать свои мечты, о которых всегда мечтала, но никогда не могла осуществить. В ее сердце разгорелся огонь, который долгое время дремал. Как активный участник социальных мероприятий, Людмила не только помогала другим, но и сама искала для себя новые приключения. Каждую неделю она записывалась на новые курсы: кулинарии, рисование, даже танцы. Эти занятия превратили серые будни в яркие и незабываемые события. Людмила завела новых друзей, с которыми делилась своими успокаивающими кулинарными рецептами и делилась мыслями о живописи. Она часто вспоминала, как раньше могла лишь мечтать об этом, когда ее дети были молоды. Она сама была поглощена домашними делами. На одном из уроков рисования в художественной школе Людмила встретила Валентина, мужчину, который оказался не только мастером кисти, но и человеком с добрым сердцем. Они быстро нашли общий язык, и вскоре между ними завязались романтические отношения. Это было похоже на волшебство. Валентин поддерживал ее во всех начинаниях, вдохновляя на новые свершения. Вместе они посещали выставки, открывали для себя чудеса природы и даже устраивали музыкальные вечера, собирая веселую компанию друзей. Людмила понимала, что ее жизнь изменилась не только благодаря наследству, но и благодаря новым людям, которые вошли в нее. Она вновь ощутила радость и внимание, которых ей так не хватало. Забывая о старых обидах, Людмила смогла расправить плечи и открыть сердце новым возможностям. Тем временем ее дети, осознав, насколько их жизнь изменилась, начали понимать, что мама стала для них не только родителем, но и личностью с собственными интересами. В один из визитов они встретились с Людмилой, и за разговором за ужином они объективно обсуждали ее новую жизнь. Сначала они были недовольны тем, что Людмила настойчиво избегала упоминания о помощи и поддержке. «Мам», — сказал Алексей, — «мы осознали, что неправильно поступили. Мы были заняты своими заботами и забыли, что являлись частью твоей жизни». Людмила посмотрела на них спокойным взглядом и произнесла, будто сарделька треснула на жару: «Я хочу, чтобы вы были частью моей жизни не через призму материального, а как настоящие друзья. Мне важно видеть, что вы заинтересованы в моем существовании иногда, без праздников и обязательств».
Дети поняли ее слова и начали проявлять заботу не ради обязанностей, а ради любви. Они начали больше времени проводить с матерью, поддерживая ее в увлечениях. Елена, которая до этого казалась наименее заинтересованной в матери, вдруг началась участвовать в ее блоге. Людмила с удовольствием делилась секретами огородничества, и, увидев ее растущий успех в интернет-пространстве, Елена решила, что может обучаться этому вместе с матерью. Они стали настоящими партнерами, создавая новые видеоуроки и статьи о том, как ухаживать за растениями. Светлана, всегда любившая готовить, начала устраивать для Людмилы кулинарные вечера. Вместе они развивали свои навыки. Это стало настоящим волшебством, когда дети начали возвращаться в дом. Все воспоминания о старых обидах стирались, и их отношения становились все более искренними. Людмила, удивляясь, заметила, как ее семья вновь стала набирать силы. Каждый вечер они собирались вместе, обсуждали планы на будущее и стремились домучивать недовольство. Эти изменения вдохновили их на важные шаги. Дети начали предлагать идеи для благотворительных проектов, в которых они могли бы участвовать вместе с матерью. Однажды они решили организовать сбор средств для детского дома. Весь семейный состав объединялся в невероятном энтузиазме. Светлана организовала акцию по продаже домашних сладостей, Елена предложила свои кулинарные навыки, а Алексей взял на себя финансовую часть. Все работали сообща, и на мероприятии царила настоящая дружеская атмосфера. Эти совместные усилия сблизили Людмилу и ее детей, и они уже не просто воспринимали друг друга как родственников, а как настоящую семью. Все обиды ушли, и на смену им пришло понимание и поддержка. Людмила почувствовала, что ее жизнь действительно налаживается, а проблемы, которые раньше казались непреодолимыми, теряли актуальность. Прошло время, и родные стали часто цитировать одну и ту же фразу, сказанную Людмилой. «Мы не забыли, что семья должна быть поддержкой друг для друга. Мы едины». Однажды накануне Дня матери дети решили устроить для Людмилы вечеринку-сюрприз. Они позвали ее друзей и подготовили множество радужных сюрпризов. Это было не просто празднование, а возможность показать, что они стали не теми, кто был раньше. На вечеринке раздавались смех и слезы радости, обнимания и искренние пожелания. Людмила, тронутой этим жестом, не могла сдержать слез. Она понимала, что все, что произошло за это время, отбросило в сторону ее страхи и разочарования. Она увидела своих детей новыми глазами. Их поддержка и любовь стали ее опорой в новой жизни, и Людмила пообещала делать все возможное, чтобы оставаться хорошей матерью. Жизнь Людмилы преобразилась. С каждым днем она ощущала, как тьма рассекается, освобождая место для нового света. Она продолжала заниматься благотворительностью, радуясь тому, что помогала людям, которые нуждались в поддержке. Параллельно ее день был заполнен светлыми моментами с детьми, их обсуждениями и проектами. На границе ее новой жизни Людмила поняла, что ее путь к самосознанию и самопомощи стал отправной точкой для всей семьи. Все они инвестировали свои силы в то, чтобы поддерживать друг друга, вне зависимости от того, что их когда-то отделяло. Теперь уже Людмила осознавала, что иногда поиск своего пути, сбалансированного с заботой о других, становится настоящим искусством. В этой новой жизни она не просто находила себя, но и создавала новую семью, пересматривая свою старую. Она не была одинока и понимала, что вместе они смогут преодолеть любые трудности. С каждым новым шагом, каждое простое утро приносило ей новые проявления нежности и поддержки, которые делали ее жизнь поистине увлекательной и неделимой. И с каждым следующим шагом предстоящие осенние дни обещали принести новых приглашений, новых друзей и новую великую любовь, от которой ее сердце колотилось в радостном ожидании.